Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео мы свяжем такой красивый ажурный узор, ажурная коса. Вяжется очень легко, просто и очень красиво смотрится. Так вот он выглядит с лицевой стороны. Узор подойдет для вязания из разной нитки, для любого вида изделий. Можно связать платье, свитерок, маечку, топик. Здесь уже на ваше усмотрение. Его изнаночная сторона. Раппорт узора составляет у нас 7 петель, плюс 1 петелька у нас идет в конце ряда для симметрии. В высоту узор вяжется 8 рядов. Образец этот связан у меня ниткой Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. Спицами я вязала четверочкой. Образец, который я буду вязать, я наберу 2 раппорта. Это будет 14 петель плюс 1 петля для симметрии, 15 и 2 кромочные. Итого у нас получается 17 петель. Вязать я буду из Alize Bella, это 100% хлопок. Я провяжу один изнаночный ряд изнаночными петлями. Мы его учитывать в вязании не будем. Это у нас идет как установочный ряд. Узор вяжется по лицевой стороне, в изнаночных рядах петли вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными. Так, первый ряд нашего узора, кромочную петлю мы снимаем. Дальше у нас идет 1 лицевая скрещенная. Мы провязываем ее за переднюю стеночку снизу вверх и вывязываем петлю. Далее изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, и повторяем наш раппорт, опять лицевая скрещенная, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная и в конце ряда лицевая скрещенная. Второй изнаночный ряд вяжем по рисунку. Третий ряд кромочную снимаем. Далее лицевая скрещенная, изнаночная, далее накид и вяжем протяжку. Первую петлю мы снимаем, нить у нас за работой, провязываем 3 лицевые петли и теперь переснимаем сверху нашу непровязанную лицевую петлю. Вот таким образом. Далее изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и вяжем опять протяжку. Делаем накид, лицевую петлю снимаем, провязываем 3 лицевые и поверх одеваем нашу непровязанную лицевую петлю. Перебрасываем ее, не провязывая на спицы. Далее изнаночная, лицевая скрещенная и кромочная. 4-й ряд вяжем по рисунку. 5-й ряд кромочную снимаем. Далее у нас лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая, далее накид, далее вяжем протяжку. Первую петлю снимаем лицевую, провязываем 2 лицевые петли
И не провязанную лицевую одеваем поверх этих двух лицевых петель. Далее изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая, накид и протяжка. Лицевую петлю первую снимаем, далее вяжем 2 лицевые и перебрасываем непровязанную лицевую петлю. Накид, лицевая скрещенная, кромочная. 6-й изнаночный ряд вяжем петли по рисунку. 7-й ряд кромочную снимаем, далее лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, накид, далее протяжка. Первую петлю мы снимаем, провязываем лицевую и перебрасываем поверх непровязанную лицевую петлю. Далее изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевую снимаем, провязываем лицевую петлю и перебрасываем поверх нашу непровязанную лицевую петлю. Изнаночная и лицевая скрещенная, и кромочная. 8-й изнаночный ряд петли вяжем по рисунку. Вот мы связали все 8 рядов нашего узора. Здесь у нас 2 раппорта. Далее узор повторяется с 1-го ряда и так далее. Получается такая красивая коса. Можно вместо лицевых скрещенных провязывать просто лицевую обычную петлю. Или же сделать просто 2 изнаночные. Тоже будет интересная коса. Здесь спица и нитка потоньше, и узор выглядит немножечко по-другому. Пробуйте, подбирайте свои нитки, свои спицы. Если взять спицу потолще, он тоже будет выглядеть очень эффектно на крупных спицах. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Еще раз всем большое спасибо, ровных петелек, хорошего настроения и до скорых встреч!